Здравствуйте, это радио Вашингтон, у микрофона Данила Гальперович. Это подкаст «Украина. Что происходит?». И сегодня у нас специальный выпуск, посвященный, пожалуй, главному событию последних месяцев в отношениях США и Украины. Накануне в Вашингтоне министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко подписали соглашение об экономическом партнерстве, которое предоставит Соединенным Штатам привилегированный доступ к новым проектам по разработке природных ресурсов в Украине. Это соглашение было заключено вскоре после того, как сообщалось о трениях между Вашингтоном и Киевом по поводу сделки по минералам, и оно стало фактическим прорывом в контактах двух стран. Я обсудил суть и последствия этой сделки с двумя экспертами, весьма уважаемыми экономическими аналитиками, и оба они имеют и журналистский бэкграунд. В параллельных интервью, то есть эта беседа была не на троих, я задавал вопросы профессору Чикагского университета Константину Сонину и эксперту Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Александру Каляндру. Потом я свел эти два интервью в одну запись, которую и предлагаю вашему вниманию. Первый мой вопрос я адресовал Константину Сонину. Константин, каково ваше первое впечатление от той сделки, которая заключена между США и Украиной, во всяком случае на базе того, что сейчас о ней известно? Я пока видел только официальное заявление тех, кто подписывал Министерство финансов США и заявление министра Юлии Свириденко. Я видел то, что написал «Нью-Йорк Таймс», но самого текста не видел. Но так выглядит, что это нормальное соглашение. Это соглашение, которое не решит само по себе вопрос войны и мира. Это не соглашение, которое может остановить войну, но это соглашение, в принципе, в русле того, как Украина должна общаться с США в будущем. То есть это и дает возможность получать военную помощь, за которую расплачиваться не из текущего бюджета, не будущими долгами, а вот этой долей. И в то же время там нет никакой эксплуатации недров Украины, как казалось, когда были утечки каких-то первых вариантов. Этот же вопрос я задал Александру Каляндру. Каково его впечатление от той сделки, которая заключена, из тех заявлений, которые уже сделаны? Я считаю, что это хорошая сделка. На мой взгляд, это лучшее из реального того, что можно было получить. Я понимаю, что это, наверное, не самое популярное мнение, но эта сделка, вообще говоря, несколько эфемерна сама по себе. Потому что, с одной стороны, Украина действительно не получила толком гарантии безопасности, она получила лишь только то, что у Соединенных Штатов там есть какая-то заинтересованность в Украине, какое-то потенциальное участие. С другой стороны, из этой сделки выпали все страшилки, о которых мы слышали в минувший месяц-полтора. То есть и эти долги в 300 с чем-то миллиардов долларов за уже поставленное оружие, и желание в какой-то момент Вашингтона контролировать украинские месторождения. Из сделки исключены все месторождения, которые уже разрабатываются, то есть это про месторождения, которые целиком в земле, про месторождения будущего. В сделке нет ничего про сельское хозяйство, то есть оно не будет задействовано. И мне кажется, что Украина получила хотя бы что-то, отдав взамен почти ничего. Действительно, по поводу сделки все последнее время говорилось, что она кабальная для Украины, что все это достаточно плохо для Киева, этим обширно пользовалась российская пропаганда. Мой вопрос Константину Сонину: как вы думаете, почему все это не реализовалось? Мне кажется, что люди часто повторяют одну и ту же ошибку, глядя за президентом Трампом. Вообще надо понимать, что у президента Трампа его слова воспринимать буквально. И вот то, что сначала там велись какие-то разговоры что прямо Украина будет расплачиваться своими ресурсами за ту помощь, которая была оказана раньше, это с самого начала казалось совершенно невозможным, потому что та помощь, которая была оказана раньше, это было не из личных решений президента Байдена, это было оформлено актами Конгресса, это никогда не объявлялось как никакой долг, и почему бы Украина вдруг оформила бы на себя прошлую помощь как долг, это и всегда казалось бессмысленным.
Но поскольку президент Трамп такая медиафигура, что все время обсуждают вот каждое слово, которое он сказал, то из-за этого были какие-то завышенные, в смысле эксплуатации Украины, ожидания от этой сделки. Это совершенно нормальная договоренность, которая, мне кажется, и соответствует мировоззрению президента Трампа, и не ставит Украину ни в какое подколониальное положение. Мой вопрос Александру Каляндру. Судя по всему, у Вашингтона все-таки были действительно планы достаточно серьезно прижать Украину в смысле экономических условий. И, наверное, ниоткуда вот эти утечки об условиях сделки, на которых настаивал Дональд Трамп раньше, взяться не могли. В чем тут дело, по-вашему? Почему, в конце концов, Белый дом решил пойти на достаточно приемлемые для Киева условия договоренностей? Изначальное предложение Трампа – это была слишком высоко, наверное, взятая планка. Делалось ли это искренне, или это была часть его переговорной тактики, не мне судить. Опять же, изменилось ли отношение Трампа вообще к войне, к Путину, к Украине, к участию Соединенных Штатов в этой войне, я не берусь сказать, пусть этим занимаются специалисты по внешней политике Соединенных Штатов. Но что я вижу, что сделка из абсолютно нереальной и подпадающей, в общем, под определение империалистической, не колониальной, превратилась в сделку, в общем, футуристическую, но, по крайней мере, уже гораздо более, что ли, равноправную. Она стала гораздо более реальной. Видимо, сказалась невозможность Соединенными Штатами выкрутить полностью руки Украине, а главное, пришло понимание, что даже если эти руки выкрутить, то никакого практического результата в виде окончания военных действий не будет. Действительно, выкрутить руки Украине не получилось. Возможно, в этом какую-то роль сыграл разговор Трампа и Зеленского в Ватикане, может быть, какие-то еще факторы. Но насколько в этом во всем действительно присутствуют факторы экономические? И это мой вопрос опять Александру Каляндру. Насколько реальны какие-то сделки сейчас? Собственно, редкоземельных металлов в недрах Украины немного. И, как я понимаю, их крайне тяжело добывать. Это вообще проблема с редкоземельными металлами. Это не то, что они редко бывают. Их очень тяжело добывать, а еще тяжелее их перерабатывать. Поэтому я бы думал, что редкоземельные металлы вообще находятся по ту сторону горизонта событий. Украина при этом имеет запасы, например, графита, галлия, титана, и даже их добывает. Но все это вот сейчас дает примерно $200 миллионов в год. Это немного. А все остальные резервы, которые попадают в американский список критически важных природных ископаемых, они-то есть, но в основном их залежи основаны на исследованиях еще советских времен, впрочем, как и редкоземельных металлов. Порядка трети резервов находится либо на оккупированной Россией территории, либо вблизи зоны боев. И очень многие из месторождений, например, Новополтавское месторождение редкоземельных металлов и фосфатов, оно было открыто еще до моего рождения, больше полувека назад. Но добыча там чего бы то ни было все эти годы представлялась экономически необоснованной, и поэтому оно там в земле так и лежит. И все, что мы про него знаем, это результаты геологоразведки еще советских времен. Показательно, что на сайте американского геологического ведомства Украина не указана как место, где есть залежи редкоземельных металлов. То есть есть некие сомнения в том, что лежащее в недрах Украины можно добыть за разумные деньги. А если действительно там впереди нас всех ждет долгое замедление экономики и спад мировой торговли, то проект по добыче полезных ископаемых из украинских недр откладывается еще дальше. В общем, я не думаю, что в ближайшее время мы увидим, во-первых, какие-то большие американские инвестиции в добычу полезных ископаемых в Украине, а во-вторых, что мы увидим, собственно, эти самые критически важные полезные ископаемые на рынке.
Примерно тот же вопрос Константину Сонину. Каков экономический смысл для США и для Украины того, о чем они договорились? Мне кажется, что если говорить о чисто экономическом смысле этой сделки, то он, конечно, положительный, как любая договоренность об инвестициях в будущее страны. Но надо понимать, что основным фактором экономическим в Украине является война. Когда война кончится, если она кончится так, что Украина будет себя чувствовать безопасно, защищена своей армией, защищена европейскими армиями, какими-то гарантиями, то в Украине будет экономическое чудо. Этот договор будет частью, небольшой, но частью этого экономического чуда. Пока война не закончится, этот договор лишь сигнал о хороших намерениях. То есть это хороший договор, у этого есть перспективы, но это не главное. Главное, это чтобы закончилась война и чтобы после окончания боевых действий Украина чувствовала себя безопасной. Вопрос Александру Каляндру. Совершенно очевидно, что российская пропаганда все это время, я, кстати, уже об этом упоминал, пыталась использовать давление Вашингтона на Киев. Означает ли теперь, что из-под всех рассуждений и о том, что Зеленский продал за копейки суверенитет Украины, и о том, что Трамп вместе с Путиным борются с Европой и с Украиной, из-под всего этого выбита база, и теперь как-то пересматривать придется Москве и свои подходы к Трампу, которого они сейчас очень много хвалили, и даже 100 дней его президентства отмечали, и также, возможно, что-то предлагать Трампу, может быть, более приемлемое для него, чем раньше. Мы только что обсудили, что, по сути, Зеленский не продал ни недра, ни будущее. А может быть, если бы какая-нибудь подобная сделка появилась бы не сейчас, а 20 лет назад, то не было бы и ни войны, ни Украина не была бы одной из беднейших стран Европы. Может ли Россия предложить Соединенным Штатам какую-то лучшую сделку? Наверное, может. Другой вопрос, зачем она это будет делать? Во-первых, никакая подобная сделка не взлетит, пока есть полный набор санкций. Во-вторых, в России есть и свои любители добывать полезные ископаемые, и денег там существенно больше. И нужды в американских инвестициях там меньше. Нужна скорее технологическая экспертиза. И я думаю, что главный смысл российских предложений Трампу был не в том, чтобы предложить сделку лучшую, а чтобы предложить сделку взамен украинской. Мы знаем, что Россия предпочитает вести переговоры, так сказать, холистически, то есть не отдельными пакетами и треками, а все вместе, одним ведром. Там будут и прекращение огня, и, возможно, какие-то предложения по совместной разработке полезных ископаемых или производству алюминия, и там же будет вопрос о снятии санкций. Без снятия санкций это все невозможно. В случае с Россией баланс кнута и пряника гораздо более сложен, чем в Украине, и он не настолько прост. Там сложнее и от кнута защититься, и пряники предложить. Константин Сонин, как вы думаете, насколько уже упоминавшийся мной разговор Трампа и Зеленского в Ватикане был сигналом Владимиру Путину о том, что у Вашингтона истощается терпение, и насколько вот эта сделка, подписанная между Вашингтоном и Киевом, также является сигналом Путину, что пора садиться за стол переговоров и точно прекращать стрелять. И дойдет ли этот сигнал? Мне кажется, что Путин вообще находится в таком некотором жестком пузыре по собственному выбору, и до него сигналы вообще доходят плохо. Но если бы до него этот сигнал доходил, то, конечно, это было бы в пользу того, что войну нужно сворачивать быстрее. Потому что это показывает, что президент Трамп, администрация Трампа, США, они воспринимают Украину, президента Зеленского, как полноценный субъект переговоров. Может быть, страну меньше по размеру, чем Россию, но тоже отдельную страну,
предмет отдельной американской внешней политики. Встречаясь с Зеленским один на один, тем более в соборе под сводами Ватикана, он, конечно, думал о том, какой он сигнал посылает этим, а не тем, что он сейчас услышит от Зеленского, какие там будут параграфы в договоре. Я думаю, что он полностью полагается на министра Бессента, на других людей в плане деталей переговоров. Он хотел показать этим и показал, что он с Зеленским разговаривает, что это он его признает как лидера Украины. Вот это был весь, мне кажется, месседж этой встречи, вся важность этой встречи. Это потому что вот в путинском мире нет никакой Украины, не может быть никакого соглашения, кто там на Украине, с США, потому что в путинском мире США должно с Путиным подписывать соглашение об эксплуатации минеральных ресурсов на Украине, потому что в его мире Украина – это либо территория России, либо там какой-то сателлит, который ничего не решает. Но это соглашение, оно не обращает никакого внимания на Путина и на Россию, как и должно не обращать. Поэтому это лишний шаг к тому, что влажные мечты Путина о том, что он договорится с Трампом о каком-то разделе Украины, будущем Украины, что они все не обоснованы. На этом мы заканчиваем спецвыпуск подкаста «Украина. Что происходит?», подготовленного радио «Вашингтон», в котором я задавал вопросы Константину Сонину и Александру Каляндру о только что заключенной сделке по минералам между США и Украиной. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, как США и остальной мир реагируют на российскую войну против этой страны, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». Спасибо за внимание и до встречи.